a young man, 15 or 16 years old. Наверное, вы слышали, что с вами был заинтересован в построении общин еще когда он был молодым, в 15-16 лет. But being that young, it didn't seem possible to do anything with the group of friends that he had. Но поскольку он был очень слишком молодым, было невозможно просто что-либо сделать с той группой друзей, которые у него были. When he came to find Master and become his, Когда он нашел мастера и стал учеником, и дальше связь у меня оборвалась. practicing yoga and getting in tune with Yogananda. Он стал практиковать йогу и сонастроился с Йоганандой. But in the back of his mind was always this desire to see people be able to live together who had chosen to live together. Но всегда на заднем плане он держал вот эту идею совместного проживания с людьми вот в таких духовных общинах, те, кто сделают такой выбор. Remember that Swamiji grew up during the time of the Second World War. Помните, что Свамиджи родился во время Второй мировой войны. And he had a great desire to see a community that could live in peace and harmony. И у него было сильное желание увидеть общины, которые живут в мире и гармонии. And then when he found out that Master Yogananda also had that same dream, it planted a deep seed in his consciousness. И когда он узнал, что у мастера, у Йогананды была такая же мечта, это заронило очень глубоко в его душу вот зерно вот этой идеи, в его сознание. And the other disciples that were with Master at that time, that wasn't a very strong interest of theirs. Другие ученики, которые были с мастером в то время, они не проявляли большого интереса к этому. Master himself had tried to start a little community in one of the properties Encinitas. Сам мастер, он тоже попытался сделать небольшую общину на участке их владений в Энсинитосе. But it was a little bit as if that soon after the big conflict of the war, people weren't ready to, I don't know, share that much, to be integrated that much. Но оказалось, что после вот в то время, после этой Первой мировой войны, вот этот период, люди были не готовы жить вместе, делиться слишком большим и как жить такой интегрированной жизнью с другими. But Swami held this in his consciousness, and then in the mid-1960s in America, there was a whole movement of people that wanted to live in a new way, in an alternate way, and more peacefully. Но когда с вами обдумывал эту идею, это были 50-е, 60-е годы в Америке прошлого столетия, когда целое движение было людей, которые хотели жить другой, новой жизнью. So now one might say the soil was fertile for the planting of the idea of a cooperative community. И можно сказать, что почва для вот таких вот кооперативных общин была уже удобрена для того, чтобы посадить в нее зерно. And so when Swamiji began teaching his classes and gathering a number of students who were interested in the teachings of yoga and of Yogananda, и когда Свамиджи стал собирать на его занятиях людей, которым было интересно изучение йоги Парамаханса Йогананды, he also had in his mind
the idea of starting a community where people could live together. Он держал у себя в уме эту идею учреждения этой общины, в которой люди могли бы жить вместе. And just at that time was when I met Swamiji and began working with him. So I was with him and helping just at the time when he was having the first ideas about starting a community. И именно в то время я встретил Свамиджи и стал помогать ему в этой работе как раз по развитию, да, приведению в жизнь этой идеи, по установке, росту этих общин. And so I was able to see why it was possible and why it was successful. Поэтому я мог видеть, почему это было возможно, могу видеть, и почему это было успешный проект. First, you need a group of people who have the same aspirations and follow a particular spiritual path. Прежде всего, у вас должна быть группа людей, у которых есть одинаковое устремление двигаться вот тем же духовным путем. And that's what all of you are doing now there in Russia. All of you who have joined are interested in this, these teachings. И, собственно, вот вы и есть эти люди, которые сейчас вот соединяются, объединяются вместе, которым интересно следовать этому учению. Then the second thing that's needed is that people want to live together and they have circumstances that allow them to live together. Вот. И следующее, что нужно, это желание людей жить вместе, и чтобы у них обстоятельства им, ну, как бы, были обстоятельства, которые позволяли бы им жить вместе. And so the first requirement is to gather the people and the aspiration to form a community. Значит, первый шаг – это собрать вместе людей и создать вот эту устремленность для формирования общины. And then only after that, you have to begin to solve the problems of living together, having housing, having work, having places to live. And so first comes the mindset and then the solving on the practical level. И только после этого уже нужно решать практические задачи вот с домостроительством, с тем, как решать эти жилищные вопросы. То есть сначала нужно вот этот высокий уровень собрать людей, а потом уже решать практические вопросы. I'll just end by saying, during the time that Ananda was starting, we saw many other small communities also try to start. И в то время, когда только зарождалась Ананда, я видел, как много других общин тоже зарождались. Almost none of those still exist. И сейчас почти ни одна из них не существует. Because they made the mistake of putting things in front of people. Потому что они сделали ошибку, ставя по важности вперед вещи перед людьми. And community is primarily about relationships between people. It isn't about place or other things. А община – это прежде всего взаимоотношения между людьми, а потом уже какое-то место конкретное или какие-то вещи. So, hello, friends. Мила, Добрый передай. день, друзья. I will share a few thoughts now too. И я поделюсь несколькими мыслями сейчас тоже. We're so happy to be here with you. Мы так счастливы быть здесь с вами. Why is it important for a community to have a common spiritual purpose?
И почему это важно для общины иметь общую духовную цель? Once Swami Kriyananda was a speaker at a conference about communities. И однажды Свами Криянанда был выступающим на конференции, посвященной общинам. And he was given a very praising introduction, the father of the spiritual communities movement. И его, когда представляли, ему дали такое почетное звание, что он был отцом-основателем духовной общины. And he got up to speak and he surprised everyone. И он вышел докладывать, и он удивил каждого. And he said, I don't care at all about communities. И он сказал, я вообще нисколько не забочусь об общинах. He said, I care about people finding God. И я забочусь о том, чтобы люди могли найти Бога. Why would he say this? И почему он сказал это? I have lived, Jotishem, I have lived at Ananda for more than 50 years. Я и Джотиш, мы прожили более 50 лет в Ананде. And without a groundedness in higher principles, communities will not survive. И без вот этой основы на высоких духовных принципах община не выживет. Not because, and when I say higher principles, I don't mean a set of rules. И говоря о высоких принципах, я не говорю о каких-то написанных правилах. It's living the truth within yourself. Это проживая истину внутри себя. And what are these truths? И что такое эта истина? Self-offering. Это самоотдача, самопредложение. Humility. Это смирение. The desire to embrace a bigger perspective than your own personal point of view. И желание охватить большую перспективу, чем только ты сам по себе. And to always remember that we have come into this world to find God. И всегда помнить, что мы пришли в этот мир найти Бога. Not to create a perfect place on earth. И не для того, чтобы не создать какое-то совершенное место на земле. Swamiji said that living in community is like putting many rough rocks in a rock tumbler, you know. И Свамиджи говорил, что жить в общине – это вложить такие острые камни в такой в бак, в который крутится и где они трутся друг от друга. And little by crashing against each other, they become polished, smooth, and beautiful. И мало-помалу, когда они ударяются друг от друга, они становятся более гладкими и такими, мягкими. So to undertake community is a great adventure. И если вы хотите сделать комьюнити, это такое великое приключение. Because you have to always be willing to expand beyond your personal needs and point of view. И потому что вы должны всегда быть готовы к расширению ваших личных нужд и вашей личной точки зрения. But not just on a material level. И не только на материальном уровне. But to always Сейчас уже see, 7:30. but И to always, go on.
No, it's, you know, выключи этого человека тогда просто. Okay. Лучше But сейчас. to Окей. always try to see the best and the highest in everyone around you. И это не только, то есть всегда стараться увидеть лучшее и наивысшее вокруг себя. To see no one is different from you. И видеть, что никто не отличается от вас. No matter their skin color or their religion or their language. И неважно, какого цвета их цвет кожи, какой они религии, неважно. That's why Master called them world brotherhood communities. И именно поэтому мастер назвал их общины, мировые общины мирового братства. And I will just close with this and then we see if maybe Jotish wants to say more or okay. For me, living this life in community, my entire adult life, Я вот сейчас хочу завершить, может быть, Джотиш еще что-то добавит. Для меня жить в этой общине, это, в общем-то, большая часть моей жизни, has been the greatest blessing and the greatest transforming experience I could imagine. это было величайшим благословением, и это было величайшим трансформирующим опытом в моей жизни. And everywhere we go, when we meet disciples of Master, И куда бы мы ни поехали, где мы встречаем учеников мастера, or the most materialistic person in the world, или если мы встречаем наиболее материалистичного человека в мире, we feel a connection with everyone. и я чувствую связь с каждым. And right now the world is trying to tell us, you must not embrace that person, they are different from you. И прямо сейчас мир пытается сказать нам, этот человек отличный от тебя, ты не должен принимать его. But with God and Guru in our heart, но с Богом и с Гуру в наших сердцах we must push back against that way of thinking. Мы должны отодвинуть прочь вот этот вот способ вообще мышления. By creating these world brotherhood communities, создавая вот эти общины мирового братства, and by loving all as God loves us. и любя всех, как Бог любит нас. These two things we can do. И вот эти две вещи мы можем делать. And this is part of the great wave of Master's mission. И это часть великой волны миссии мастера, That will transform the world in a much higher way. которая трансформирует мир гораздо более наивысшим образом. So each of you have our deep blessings and support to follow a new way of thinking. И каждый из вас имеет наше глубочайшее благословение и поддержку в следовании этому новому и прекрасному способу мышления жизни. And just to close, I saw on the screen there was Ananda Kiev. И завершая, я увидела вот в этой линии Ананда Киев. My family was from Kiev. Моя семья была из Киева. Олег,
Олег со Светочкой, покажитесь, помашите ручками. Помашите, да. Yeah, this is the Oleg and Svetlana, the family from Kiev. They are long time already devotees. So we are countrymen. То есть мы с вами, ну, из одной страны, как бы. So, Mila, do you have any, or Arjuna or anyone, a topic that you would like us to address? Arjuna is jumping up and down. Okay, Arjuna. We agreed with Arjuna that I will translate Devi and he will translate Jyotish. So it was Okay. our negotiation before. Джотиш и Деви спрашивают, есть ли у вас какие-то особенные темы, на которые вы бы хотели поговорить с ними? Arjuna has a question. Okay, Arjuna. Мила, переведешь тогда? Да-да-да. I have questions. У меня есть вопросы. Questions. You know, when we speak about principles, as we already have experience in living together in retreat center. When we, когда мы, что ты сказал? Говорим когда мы говорим о принципах, когда нашего совместного проживания, и сейчас у нас есть какой-то опыт ретритного центра. Our energy goes high. Наша энергия поднимается вверх. But then often when we go to the practical level, then we kind of fall. Ну, когда очень часто, когда мы доходим до практического способа, тогда энергия падает. And of course, we are like switching on parachutes. You know, we understand that we are falling, and we try to be there, keep. И мы, конечно, как на парашюте пытаемся как бы поддерживать эту высоту. Yes. And the practical question which I have, few questions. У меня два практических вопроса. If we speak about communities, and if it's outside the city. Если мы говорим об общине, которая находится не в городе. Is it a big concern how the minimum piece of land we need in general? Yeah, and a minimum amount of people, because we need people together. For example, it could be 6 people, or should be some minimum, a minimum piece of land. Мила, переведи. Да, какой минимальный кусочек земли должен быть, и какое минимальное, если должно быть такое минимальное количество людей, которое может быть в общине. And then, how did you solve this in your start, this difference of people, standards of living and income, and especially some people could come who just escaping the life. And, you know, in some active, I believe you had this also issue maybe in the very beginning, I read in Swami books. И как, Арджуночка, извини, дорогой, я немножко отвлеклась, некоторые люди... Так, скажи по-русски. I will translate. Как вот люди приходят с разным доходом, есть люди, да, с разными стандартами уровня жизни. Также могут прийти люди, которые просто убегают от жизни. И, возможно, у вас тоже были такие проблемы в начале. Я читал книги с вами. Как вот вы с ними справлялись? That's the question. Okay. Very good question, Arjuna. Очень хороший вопрос, Арджуна. First of all, we often look at Ananda village or Ananda Assisi as the standard. Мы часто смотрим на Ананда Вилледж или на Ананда Ассизи как стандарт. But in fact, starting something away from a population center is much harder than starting something close to a larger population center.
Но начать строить что-то вдали от большого города гораздо сложнее, чем начать делать что-то вблизи большого города. At Ananda village, the only way that this was possible was because Swami had so much magnetism, and we were all willing to live very simply at the beginning. И почему было возможно начать Ананда Village? Это благодаря мощнейшему магнетизму с вами, который нас всех притягивал, и нашему согласию жить там вместе очень простой жизнью. When we see Ananda Assisi, the reason they were able to start away from a city is because they had one major business, which was the retreat. Почему Ананда Асизи смогла развиться, будучи относительно далеко от большого города? Потому что у них был основной большой бизнес – это ретритный центр. So the difficulty that you have if you move away from a city center is how do people earn a living? How can they practically exist there? И когда вы хотите что-то построить вдали от большого там города, то основной трудностью, практическим вопросом будет, как люди смогут зарабатывать себе на жизнь. In the United States, we have 7 communities, but only one of them is a rural community. И в Соединенных Штатах у нас есть 7 общин, но только одна из них является как бы деревенской общиной за городом. And the others are near or in cities where people can find employment. И остальные, они либо в городах, либо очень близко к городу, где люди могут найти работу. So let me first talk about that kind of a community because it's the normal pattern. Давайте поговорю немножко вначале именно о таких общинах, потому что это такой нормальный образец общины. Those communities begin by first having some group of people who want to live together. И такие общины начинаются с группы людей, которые хотят начать жить вместе. And then they purchase a house where people can live together, or they start in a neighborhood where people can live very close to each other. И затем они покупают дом, где они могут жить вместе, либо они как бы по соседству селятся, чтобы они могли вместе общаться. And generally speaking, there are at least 10 or 12 people who are living together for 2 or 3 years. Обычно, минимум это 10-12 человек, которые живут вместе, где-то 2-3 года. And then if there is still more interest, then they purchase an apartment complex where many more people can live. И если они все еще заинтересованы в более, так сказать, расширении, тогда они покупают такой, комплекс, дом из много квартир, где больше людей, могут жить. That gives a kind of a foundation, and then if there's strength in that foundation, then they can get rural property and support it from that city center. И это дает такую основу, и затем благодаря поддержке этой основы городской, они могут купить себе за городом какую-то собственность и уже там строиться. And this has happened in at least 3 of our city centers where it started with this pattern, and now they have the center and rural property. По крайней мере, в 3 из наших центров именно таким образом все начиналось. Они начинали в городе и потом уже приобрели недвижимость, место за городом. So in a practical sense, I don't know whether it is the center you have, but you probably need to start with a group of people living together or living very close to each other before you
expand farther. И поэтому, наверное, вам имеет смысл начать вот попробовать жить вместе такой небольшой группой людей сначала, прежде чем куда-то расширяться. I'll also add some thoughts. Я также добавлю несколько мыслей. Master said, be practical in your idealism. Мастер сказал, будьте практичными в вашем идеализме. So you may have a big vision that fills you with inspiration. И, возможно, у вас есть такое большое видение, которое наполняет вас вдохновением, But you have to take little steps to get there. но вы должны брать небольшие шаги для того, чтобы прийти туда. We have seen people try it in different ways. Мы видели людей, которые пытались различными путями. And I won't be specific, but one man we know wanted to start a community. Ну, я не буду как бы специализироваться, но один человек, который начал общину, And he found all this land that was up for sale. и он нашел такую землю, которая продавалась, And we tried to caution him a little bit. и мы пытались предупредить его немножечко. We said, I don't think you have the people or the finances to support such a big purchase. Мы говорили, мы не думаем, что у тебя есть люди и достаточно финансов для того, чтобы поддержать эту идею. But he plunged ahead and it failed. Но он двинулся вперед, и это потерпело неудачу. Whereas with Ananda Village, we just grew step by step, knowing we have the people, we have the finances to support this. В Ананде Village мы развивались и росли шаг за шагом, зная, что у нас есть люди и есть финансы, которые могут поддержать этот рост. So we could give a very long discourse about decision-making in communities. Мы могли бы дать очень такое длительное, произвести разговор о том, как принимается решение о комьюнити, об общине. And leadership in communities. И о лидерстве в общине. Swami has written a marvelous book. I hope it's translated into Russian, The Art of Supportive Leadership. С вами написал прекрасную книгу. Я надеюсь, что это переведено на русский. Искусство лидерства, поддерживающего лидерства. We don't have. I was translated it by myself. Okay. This is in my notice. Okay, this is an important book for you all to Yeah. read. Мгм. But this is why I was saying earlier, a person has to be living a life of expanded vision to be able to help create a new way of living. И это то, о чем я говорила. Человек должен быть способен жить в более расширенной перспективе для того, чтобы быть способным создать подобного рода комьюнити. If you try to be practical, but then ask God for help, Потому что если вы стараетесь быть практичными, затем обращаетесь за помощью к Богу, really you will see that miracles happen. тогда вы на самом деле увидите, чудеса будут происходить. But if you start with expecting miracles, it won't work for you.
Но если вы начнете с ожидания чудес, это не будет так работать. So it's been a wonderful experience for all of us to see this process. Это было прекрасным опытом для всех, для нас видеть этот процесс. Arjuna? I have one more question. I will translate. Yes, please. Yes, when we speak it, what you said in general, I mean, even practical, that's really very, very nice. But from the other point of view, the situation which we observe now with the crisis, with the government that print a lot of money, which will, and Swamiji warned about it, I will translate. То есть, но я говорю, что то, что они говорят в целом хорошо и правильно, но с другой стороны, как бы видя ситуацию, вот этот кризис, когда правительство печатают уйму денег, куда это все катится, so do we really have a choice? Because at one moment it's almost we feel that just this all drops the model of economy with this billions, trillions of money. Now it's on the market and it just boosts, but it's already seen. And if we wait to the better conditions when we really ready, that's how you feel, the situation, how urge is to move forward for communities. What do you feel? Yeah, I will translate for them. То есть я спрашиваю, что вот как вы чувствуете вот с этой ситуацией, которая вот уже пахнет тем, что эта модель экономическая уже на грани обрушения, когда деньги будут действительно стоить, непонятно сколько, и с вами об этом предупреждал, насколько, и мы можем ждать чудесных условий построения общины еще очень долго, но вот насколько ситуация действительно требует того, чтобы мы двигались вперед быстрее с этим. Yes, please. Swamiji helped us prepare for these times by, in some ways, the most important preparation is the spiritual and psychological one. Свамиджи подготовил нас к этим временам, и самая важная подготовка – это духовная и эмоциональная. Because when hard times come, if your first reaction is fear and self-protection, it won't work. Потому что когда приходят тяжелые времена, и ваша первая реакция является страх, вот эта самозащита, это не будет работать. And Swami helped us prepare so when hard times come, our first reaction is, how can we help other people? С вами учил нас тому, что когда приходят трудные времена, первая наша мысль должна быть, как мы можем помочь другим. Right now, you may be aware that there is terrible disease in India. Сейчас вы, наверное, знаете, что в Индии это ужасное распространение этой болезни идет. Many people that we know are affected by this. И много людей, которых мы знаем, они подверглись этому несчастью. But all throughout Ananda, many hundreds of people, thousands, the first thing they're asking is, how can I help others? Но очень много людей из Ананды, сотни, тысячи людей, они спрашивают, как я могу помочь другим. So among your group, you have to be prepared with flexibility in your consciousness so that if a difficult time comes, you don't panic and collapse, but you move forward. И в вашей группе вы должны подготовить сознание свое таким образом, что когда придут тяжелые времена, вы не развалились, а были способны двигаться вперед. And Arjuna, I agree with you that the current conditions in the world economically make more of an urgency toward being prepared. И я согласен с Арджуной, что да, сейчас экономическая ситуация в мире такая, что необходимость вот к тому, чтобы быть готовым, она все более насущной становится. So you could begin to take some practical steps now, which is
among your members who would be willing, if difficult times come, to move to a community together, who would be able and willing. И поэтому я рекомендую сейчас уже начать делать практические шаги. Допустим, выяснить в вашей общине, если настанут вот эти тяжелые времена, кто захочет и сможет поехать, да, переехать. And then if you can acquire property with that group of committed people, at least you have a beginning of something. И в таком случае, если вы потом приобретете какую-то землю, то с вот этими людьми у вас, по крайней мере, будет начало хоть чего-то. And this is, not an easy thing to solve, because you can't have lots of different properties. You have to settle on one property, and people will have to be willing to leave where they're living now and move to that property. И это сложный вопрос, потому что это не должно быть много каких-то участков в разных местах. Это должно быть в одном месте, и люди должны быть готовы тогда переехать и жить вместе. And I think people will also need to be willing to live very simply. И также люди должны будут готовы, согласны жить очень простой жизнью. But one way of looking at it is that having this property is a much better investment than having money in other areas. Но я хочу сказать, что с практической точки зрения вложение денег вот в такой участок, да, в такую собственность гораздо практичнее, чем держать деньги сейчас в любых других каких-то сферах. I'll just end by saying that at the beginning of Ananda, we had the property for 3 or 4 years before people started living here. И хочу сказать, завершить тем, что когда мы начинали Ананду, у нас вот этот участок был уже 3-4 года у нас, прежде чем люди начали там жить. And we would come together on weekends or during the summertime and do building projects. И мы собирались там на выходные и в летние периоды и занимались строительством. Arjuna, your questions are very, very appropriate and very important for our discussion. Арджуна, твои вопросы, они очень такие соответствующие и очень важные, вообще подходящие, как бы. Да. And Jotish and I have been speaking very directly and honestly with you because the times demand it. Джотиш и я, мы будем говорить с вами очень прямо, потому что, в общем, это время такое, оно требует того. I think you all know that Master spoke very strongly about coming difficult times in the world. И я думаю, что вы все знаете, что мастер говорил о, очень тяжелых временах, которые приходят сейчас. But he did not give this warning to implant fear in us. Но он давал это предупреждение не для того, чтобы посадить страх в нас, but to help us prepare and to have a vision past the difficulty. но для того, чтобы помочь нам подготовиться и иметь видение о том, как пройти эти трудности. Just on a personal level, when I first came to Ananda, and I was from a middle-class family. И, говоря о своем собственном опыте, я, когда пришла из Ананды, я пришла из семьи, небольшого класса, невысокого класса. At first, all I had was a sleeping bag under a tree.
И первое, что у меня было, это просто такой спальный мешок вообще, да и все. And then I moved up the housing scale and I lived in a tree house, a little planks of wood up in a tree. О, год. И потом я переехала из этого спального мешка вообще и небольшого тента в доме, который был сделан из ветвей, из листьев и ветвей. And then I lived in a teepee. А потом я жила в типе. And so we've all had many adventures. То есть у них было очень много разного рода приключений. But when I look, and then if you probably know, the community was burnt to the ground in a forest fire, and we lost everything we had. Да, и, возможно, вы все знаете, что наша община сгорела вообще до основания, и мы потеряли все, что у нас было. And when the fire hit, Jotishem and I were married at that time. We had a nice little house that he had built, and we had a new baby, 11 days old, and we lost everything. И когда вот этот вот пожар пришел, у нас был такой небольшой дом, который построил, прекрасный дом, который построил Джотиш, и у нас был маленький ребенок, и мы потеряли все. I tell you this just to say, do not be afraid. И я просто говорю вам для того, чтобы вы не боялись, чтобы у вас не было страха. God can take everything away. Бог может убрать все, but if you have God in your heart, everything works out for the better. Но если у вас есть Бог в вашем сердце, все будет работать для вас наилучшим образом, для вашего блага. So what are the best advice I can give you now? И какой наилучший совет я могу дать вам сейчас? Balance practicality and idealism. Балансируйте практичность и идеализм. Look past impending hard times to a brighter future. И смотрите, каким образом можно пройти вот эти тяжелые времена к более светлому будущему. And have courage and faith in your heart. Имейте мужество и веру в вашем сердце. That God is moving humanity to a new level of consciousness. Что Бог двигает человечество к новому уровню сознания. I'll also address another part of your question, Arjuna, about income and inequality. Арджуна, переводи. Также, I just thought about this, Jyotish, just that you didn't answer, and я перевяжу, что вторую часть вопроса Арджуны о различного уровня дохода и о разных качествах людей. Swami knew at the beginning of Ananda that it would not work to take everyone's money from them. So he allowed people to come whether they were rich or poor. То есть с вами знал с самого начала основания Ананды, что он, что это не должно у людей потребовать всех их доходов. То есть он позволял и бедным, и богатым прийти. But he would definitely encourage those people who had more to help build things in the community that were available for everyone. Но он, конечно же, поощрял и вдохновлял людей, у которых было больше средств, чтобы они строили в общине, инфраструктуру, которая бы служила всем. When we first started, we asked everyone to contribute a certain amount of money. In those days, it was $1,000. I don't know how that would translate into modern terminology and into the economy of Russia, but it was about as much as a typical person would earn in a month or a month and a half. It's annual, yes? Yeah, one or 1.5 months.
Okay, just second, some connection. So Just say $1,000. yeah, um, my wages at that about $700 a month. So it would take 1.5 months to earn and save the amount of money I needed to contribute. It's one-time contribution or I don't know how that works for you. One time. One time. Окей. Тогда вот в наши времена, когда мы начали, то нужно было заплатить разовый взнос. Тогда это было $1000. Я не знаю, как это у вас по отношению к вашей сейчас зарплате. Тогда это было, ну вот для нас, это, ну для меня, у меня была зарплата $700 в месяц. Мне нужно было 1,5 месяца, соответственно, ее копить, да, чтобы делать такой взнос. So there was a base amount, and then Swami also asked those who had more money to either make a donation or at least a loan that could be paid off over time, so that we had the necessity to get started. И это был такой базовый взнос, но с вами, конечно же, поощрял тех, у кого было больше денег, сделать пожертвование или, по крайней мере, чтобы они дали денег в долг на какие-то проекты, которые, соответственно, потом бы им эти деньги возвращались через какое-то время, да, регулярно. But then he encouraged, but did not demand that people who had more give that. But he encouraged people to help the group rather than to be selfish. Но он вдохновлял более богатых людей на это, но он не требовал этого от них. То есть он их просто как бы вдохновлял на то, чтобы они помогали больше группе, да, всей, чем для себя как-то, да, только о себе думали. But even today, more than 50 years after the community started, we still face this situation. Но Даже сегодня, после того, как 50 лет прошло с того момента, как комьюнити основалось, мы все еще сталкиваемся лицом к лицу с этой проблемой. Because we have many wonderful young people coming who have no money at all. Потому что у нас есть прекрасные молодые люди, которые приходят, у которых нет денег вообще. And then we have older people coming, more mature people who have acquired wealth in their life. Но и мы имеем в то же время людей, которые уже, ну, возрастных людей, у которых достаточно средств есть. So for a community to grow, you need to provide jobs and housing for these bright young people coming. И для того, чтобы община росла, вам надо создать условия и создать работу, чтобы эти молодые люди могли жить и работать. But not to make the people who have a more comfortable lifestyle feel they have to live below a level they are comfortable. Но не делать так, чтобы люди, которые привыкли жить на каком-то определенном уровне комфорта, что они должны пожертвовать своим комфортом и жить на более низком уровне комфорта. And the way this sometimes is resolved is this way. Иногда это решается таким образом. People who have come with wealth buy property adjacent to Ananda and build a big house that they like. И люди, у которых есть достаток высокий, они покупают собственность, которая находится как бы граничит с Анандой, и строят свои большие дома. And the young people, we create very simple group dormitory houses for them, and they're happy. А для молодых людей мы сделали прекрасный, я знаю этот дом прекрасный, мы сделали такой уютный дом, как общежитие, и они очень счастливы. But we also give salaries according to people's needs.
но мы также даем зарплаты в соответствии с нуждами людей. For example, Jotish and I are the directors here. Например, Джотиш и я, мы директора здесь. But by common agreement, many people earn more money than we do. Но по общему согласию многие люди имеют больше деньги, чем у нас есть. Maybe they have many children that they're trying to take care of. Возможно, ну, то есть у них там много детей, о которых им надо позаботиться. Зарплата, Мила. So all that, Зарплаты, да. Мгм. so all that to say is you have to be creative and serviceful in how you approach the financial situation in community. Но все, что я могу сказать, вы должны быть креативными и поддерживающими в создании финансовых условий в общине. I'll just say we have been very much benefited by creating different mini environments Yeah, in Ananda, not trying to make everyone be just the same. that's right. Я хотел сказать, что мы очень много пользы получили от того, что мы создали такие разноплановые обстановку, уровни в Ананде, а не насаждали везде один и тот же формат на каждого. And if you do that and everybody appreciates the right of people to live according to how they want to live, then much more harmony will result. That's right. И в результате этого, когда люди живут так, как им вот в этом нравится, ну, то есть как они считают, и уважают права других, вот что жить так, что те живут как они на своем уровне, то в результате гораздо больше гармонии возникает. Okay, Mila, I don't know how much time we have. It's coming to be an hour. Devi and Jyoti, we don't have any limitation. If you don't have, we will stay with you forever. So please. We're happy to stay a little longer. Yes, Okay, thank you very Does much. someone else have a question? Кто-нибудь еще, у кого-нибудь еще есть вопросы? Пожалуйста, не упустите свой шанс. Это очень большая возможность. Гайатри. Hello, Gayatri. Милоджи, вот мы сегодня слушали Ашу, по-моему, она сказала, что сейчас такое время, что мы готовим как бы платформу для следующего времени. Помнишь, да? Она говорила, или это Киртани утром говорила? We were listening today Asha's talk, which she gave on Moksha's day, and it was very just so inspiring talk. And she told that we have been like delegated by master or by this situation to build like a beachhead of the future, the basement for the future. So. И она сказала, что на сегодняшний день служение является значительно даже большим, да, или необходимым, чем медитация. То есть она не сказала, что мы должны не медитировать, а только служить, да, но что только сидеть в медитации – это не это время. Вот я вот это услышала, и могут ли они как-то еще это, ну, прокомментировать, добавить? Yes, and she told the story when one of devotees, he came to Swamiji in the earliest days of Ananda, and he brought the words which Master gave, that we should meditate longer and we should have just only 5 or 6 hours of the job every day, work every day. And Swamiji told that this is for the future, for the later time when Master will come. And now this is the time when we build this beachhead. I don't know, is it correct word? Yes, it was his word. And also he told that this is the time of doing things that we are not in a
time when we just only meditate and being in this contemplating situation, you know, that what would you say about this, that the job activities and meditation, about this balance, what would you say for us as well? First of all, I agree completely with what Asha said. Master came to help set a new lifestyle for all of Dwapara Yuga. Прежде всего, я хочу сказать, что я абсолютно согласен с Ашей. Мастер пришел для того, чтобы сделать, развить новое умонастроение, то есть настрой ума на всю Двапара-югу. Dwapara Yuga is going to last for another 2,000 years. И Двапара-юга будет длиться еще 2000 лет. What we're trying to create is the lifestyle for high Dwapara Yuga, not the present times. То, что мы стараемся сейчас создать, это стиль жизни для уже как бы высокого уровня Двапара-юги, не того уровня Двапара-юги, который сейчас только начался. And so we must work very hard at this time to create that foundation and also to create a model that people can aspire toward. И поэтому мы должны очень упорно работать, во-первых, чтобы построить фундамент такого стиля жизни, и, во-вторых, построить саму модель, к которой люди были бы вдохновлены стремиться. At Ananda Village, we have about 250 people. В Ананда Вилледж у нас около 250 людей. There is absolutely no crime. У нас нет никаких преступлений. There's no drug or alcohol use. Никакого использования наркотиков или алкоголя. There's harmony and friendship. Есть гармония и дружба. There's desire to help and accept all kinds of people. Есть желание помочь и принять всех разные типы людей. In today's world, this is a dream life, not a present reality for most people. И в современном мире это просто жизнь мечты, это не современный уровень сейчас жизни в мире. And because of that, people all around the world take inspiration from Ananda here or Ananda Sisi or the work in India. И именно поэтому люди в окружающем мире все вдохновлены, видя примеры жизни здесь, в Ананде, или в Ананда-Асизи, или в Ананда-Индии. But that would not happen if we tried to meditate 6 or 8 hours a day and work 3 or 4 hours. Но это не произойдет, не случится, если мы будем медитировать 6-8 часов в день, а работать 3-4 часа. Most people at Ananda Village meditate between an hour and 2 hours every morning. Большинство людей в Ананда Вилледж медитируют от часа до 2 каждое утро. And then they have an evening meditation that may be a little bit shorter than that, but a significant evening meditation. И затем у них есть вечерняя медитация, которая может быть немножко короче, но в целом тоже значительное время они проводят. And then we're busy during the day doing whatever tasks we have. А затем остальное время в течение дня мы заняты, выполняя ту или иную работу, которая требуется. But Master told Swami Kriyananda that his life was one of intense activity and meditation. Мастер говорил Криянанде, что он будет иметь жизнь интенсивной деятельности и медитации. And Swami often commented that Master put intense activity first before meditation. И с вами очень часто комментировал, что мастер поставил интенсивную деятельность на первое место, а потом медитацию. And remember, we live
in Dwapara Yuga, it's an age of energy. И помните, мы живем в Двапара-юге. Это век энергии. In other times, totally contemplative life might be appropriate. И, может быть, в другие времена полностью созерцательная жизнь, возможно, будет подходящей и правильной. But in the times in which we live, there is much to be done. Но в те времена, в которые мы живем, очень многое чего должно быть сделано. And really building communities, starting centers, meditation, all of it is meditation in action. Но на самом деле, строя комьюнити, начиная центры, медитация – это все медитация в действии. Все эти действия – это медитация в действии. So we just encourage you to, it's a time for spiritual action now. И мы просто хотим вдохновить вас в то, что это время духовных действий сейчас. But the important concept here is spiritual action. Но важная концепция здесь – духовные действия. So by meditation, we develop our attunement with God. Через медитацию мы развиваем нашу сонастройку с Богом. And then our actions are in attunement with God's will. И потом мы действуем в сонастройке с божественной волей. And both of these together are very important in the age in which we live. И вот оба эти как бы действия очень важны для духовной жизни. We are in close contact with many friends in India now. Мы в очень тесном контакте с многими друзьями в Индии сейчас. And it is a very sad situation, really, on one level. И это очень печальная ситуация на самом деле на одном уровне. Just this morning, we got a message from a friend whose sister, who is 40 years old, died of COVID. И этим утром мы получили сообщение от нашего друга, у которого сестра 40 лет умерла от ковида. So when we began seeing what was going on, we all asked ourselves the question, what can we do to help? И когда мы видим вот эти вещи, которые происходят, мы задаем себе вопросом, что мы можем сделать в этой ситуации. Both here and in America, here and in India. Ну, и тут, и в Индии. And this tremendous wave of organizing support groups and bringing food to doctors who are working round the clock, all these activities began happening. И вот огромная волна поддержки и действий, которым сейчас происходит в Индии, это группы, которые работают, принося пищу докторам, которые работают. But also very active prayer groups to pray for others. Но и также работают очень активные молитвенные группы, которые молятся за других. So both service, activity, and prayer and meditation are needed now. То есть и то нужно, и служение, и активность, деятельность, и молитва также нужна. Okay, maybe we do one last question. Последний вопрос можем мы ответить на последний вопрос. Кто-нибудь, если вы поднимете руку, да, ты можешь. Who is your friend next to you, Mila? This is Vijay. Yes, I know. Vijay, yes. Yeah, we know Vijay. We just wanted to see his face. Okay. And I have a question.
Good. Okay. I will speak Russian and maybe Mila will translate. Мгм. Естественно, для того, чтобы жить в общине, нужен некий бизнес для доход. Mhm. So it's so natural. In order to live in community, you have to have some income. И вот какое будет их как бы совет или их видение, как лучше поступить? Сначала создать доход и потом купить землю и создать общину, или переехать на землю и там на месте создавать бизнес? And what your suggestion or advice or vision would be? What should be done first? So to create this income before, or to buy the land, and then after you bought this land, to create some kind of income on the land, so some business or income, something there. Okay. Because times are more urgent now, I would suggest that you buy the land first, but buy the land thinking, how can we create income there? Mhm. Потому что времена сейчас уже требуют срочности, да, есть необходимость. Я бы рекомендовал купить сначала землю, но землю с таким пониманием того, как на ней потом или с помощью нее организовать бизнес. For instance, in Assisi, they bought that land knowing that they intended to start a retreat there, but they bought the land first. Например, в Ассизи они купили землю с идеей того, что они там организуют ретритный центр, но сначала они купили землю. At Ananda Village, we also had a retreat, but we encouraged many people to start different businesses to draw income. В Ананда-Виллидж мы организовали также ретритный центр, но мы вдохновили многих людей организовать различные бизнесы всевозможные, чтобы обеспечить себе доход. One thing that we're finding now that may be helpful is that many people can take jobs that they are able to do on the internet remotely, and therefore able to earn an income. So I think you have to get the land, but think about income sources for people to be able to live there. То есть многим людям я бы рекомендовал, те, кто умеют работать, через компьютер, да, через интернет, чтобы они просто нашли себе какую-то работу, связанную с удаленной возможностью работы. И поэтому, когда вы покупаете землю, вы подумайте о том, да, какой бизнес там будет, как организовать доход. So just to make that practical in terms of what you're planning to do, if you're planning to do a retreat, you have to not be so remote that people can't travel there. You have to be have a place close enough so that people can get there without a great deal of effort. То есть думайте с практической точкой зрения. Если вы хотите купить землю для того, чтобы сделать там ретритный центр, то этот участок не должен быть так далеко, чтобы людям было неудобно, да, долго до туда добираться. If you're planning to have people work remotely, you have to be able to connect to the internet. If you don't, people can't live there. We made that mistake in one property in India. А если же будут люди, которые собираются работать, получать доход через интернет, то нужно обеспечить устойчивое интернет-соединение, иначе они не смогут зарабатывать деньги. Мы, например, сделали такую ошибку в одном из наших собственности участке в Индии. So I'll just end by saying, know clearly the direction and what you need to produce, but you may need to move more quickly to get started than
you would in other times. То есть я хочу завершить тем, что, может, нужно, конечно, думать о том, что вы будете производить, да, чем зарабатывать, но сейчас такое время, что нужно быстро двигаться вот в эту сторону, чем это можно было бы себе позволить в другое время. Okay, and maybe I'll just close our time by sharing these words. И, может быть, я закончу наше время, разделяя с вами такие слова. Мгм. Even though Swami would not accept the title, he was the father of the spiritual communities movement. И даже если Свамиджи не воспринял этот титул, но он был отцом-основателем духовных общин. And we know he is blessing your efforts as you try to move forward with this project. И мы знаем, что он благословляет ваши усилия, которые вы пытаетесь вложить для того, чтобы этот проект реализовать. But even if those of you who never will be part of these communities, Но даже те, кто никогда не будут частью этой общины, don't think that that separates you from the blessings of Yoganandaji and Swamiji. не думайте, что вы лишены благословения Свамиджи или Яганандаджи. Those of us who are trying to love God and follow Yogananda's teachings, we play an important part in the evolution of world consciousness right now. И те люди, которые любят Бога, и те, которые следуют тому учению, которое дал нам Ягананда, мы благословлены с вами быть теми самыми двигателями эволюции сознания человечества. And Jyotish and I give you our friendship and our divine friendship and our sincere wishes that God and Guru guide each of you forward in your path to self-realization. Джотиш и я, мы искренне желаем вам достичь на этом направлении поиска и самореализации. Благословение вам наше. God bless you. I'll leave with these words. Я завершу этими словами. True community is built by sharing, caring about each other, true divine friendships. Что настоящие общины строятся на принципах того, что мы делимся с людьми, заботимся о людях и живем в божественной дружбе. If you put that first and establish it, you'll be able to figure out the practical aspects. Если вы будете жить этим и установите вот эти принципы, то вы сможете решить все возникающие практические вопросы. God bless you all. Thank you very much, Jyotiji and Deviji. And I hope that we will have another also options to communicate with you. It's so Absolutely. important for us to have your support Absolutely. and your blessings and participants in all our lives. Can Love. everyone come on the screen just for a moment so we see everyone? Все на экран, выйдите, пожалуйста, все. Сделай этот, да. Откройте, пожалуйста, ваши окошки, они хотят вас увидеть, люди добрые. Давайте, идите сюда. Идите Скрин сюда, сделать, подойдите. скрин экрана надо сделать. Мешайте Beautiful. сделать скрин. Подходите, Чандра, подходите ближе. Снежана. Нет, я поняла. Ага. 1 second. О, Все, откройте, пожалуйста, ваши окошечки. Ой, мои хорошие. Класс, да. Jyotiji and Deviji, we would like to send you home for your just amazing job and bless you from Russia, everyone. So, давайте пошлем им. 3 раза. Делайте, пожалуйста, сфотографируй, Анечка, сфотографируй там.
вот еще чуть-чуть. Ом Шанти. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. Jai Guru. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ом, ом, ом. Ребята, а запись сделали? Я не поставил. Да, сделали. Запись сделали, да. Мила, спасибо огромное за перевод. И вообще, Мила, спасибо за организацию этой встречи. Все прям замечательно. Мы Я вас... надеюсь, что вы получили, и особенно новые люди, вы почувствовали, мне так хотелось, чтобы вы почувствовали, кто является духовными лидерами этой Ананды. Это просто такое благословение в нашем мире, и то, к чему они призывают нас, да, то есть вот, ребят, это правда, это большое благословение от мастера и от Свамиджи, которое у нас у всех есть, и много раз мы благословлены. Мы поздравляем всех наших новых, близких, родных, уже, видимо, не из одной жизни, вступивших сегодня учеников. Мариночка, поздравляем от всей души. Тамара, Олечка, Лена там где-то тоже, это самое, это... прямо напротив меня, да, точно, да. Всех ребят с Украины. Поздравляем вас, да. Угу. Здорово, здорово. Всем спасибо, огромная благодарность. Всем участникам этого. Киеву привет большой, ребята, вообще. Спасибо большое, вам привет большой. Все, давайте. До следующих встреч. Пока-пока. Все.